Регион 9 Помпеи долгое время считался менее изученным фрагментом города под пеплом Везувия. Теперь археологи сделали серию находок, которые обещают пересмотреть не только детали быта древнеримской знати, но и общие представления о социальной организации, культуре питания и повседневной жизни римлян. В ходе раскопок обнаружены объекты и архитектурные решения, ранее скрытые под слоями вулканического материала, а также уникальные свидетельства о том, как люди жили и как их окружали предметы роскоши, быт и верования. Ниже подробное экскурсионное путеводное видение по самым значимым открытиям 9 региона, сопоставляемое с теми тайнами, которые помнят Помпея и которых еще предстоит докопаться до истины. Работы в 9 регионе Помпеи начались с тщательного картирования застывших слоев пепла и строительной брани, а затем перешли к анализу микромоделей быта. Археологи говорят, помимо знаменитых амфор и фресок, здесь скрыты небольшие, но крайне информативные артефакты, которые позволяют увидеть повседневность обыкновенной жизни, от кухонь до спальных комнат и интимных уголков помпейской резиденции. По словам ведущего исследователя, мы не просто ищем материальные останки. Мы ищем следы привычек, которые превращали обычную жизнь в культ жизни. В рамках 9 региона импровизированная визитная карточка времени превращается в подробный портрет эпохи, где каждый предмет имеет свою историю и своего автора. Одной из самых шокирующих находок стала тюремная пекарня внутри 9 района. Пекарня оказалась не столько фабрикой хлеба, сколько механизмом эксплуатации. Здесь трудились порабощенные люди, чья работа была устроена так, чтобы исключить любой шанс побега. Архитектурная планировка размещала помещение так, чтобы рабочие не могли свободно покинуть мастерской, а жернова и осел образовали собственную рабочую единицу внутри пространства. Появились записи о распределении труда, порядке смен и режимах питания, что позволяет говорить не только о экономическом аспекте, но и о социальной динамике, зависимость рабов от владельцев, дисциплине и иерархии в пределах хозяйств. Этот объект добавляет новые штрихи к картине рабовладельческого общества Помпей. Власти и управленцы в регионе 9 знали цену свободе рабочих и использовали принуждение как средство функционирования элитарной экономики. Другая значимая находка – частный спа-комплекс на роскошной вилле, предназначенный для элиты. Впереди теплая комната, глубокий бассейн и система отопления с циркуляцией горячего воздуха. Ванночные залы украшены мозаиками и фресками, изображающими спортивные состязания и идеализированные фигуры. Ученые отмечают, что подобные комплексы показывают не только богатство хозяев, но и стремление к управляемому комфорту в условиях жаркого средиземноморского климата и возведения социальных барьеров между слоями общества. Археологи акцентируют внимание на инженерном мастерстве, отопление, водоснабжение и обработка камня. Все это свидетельствует о высоком уровне технологической культуры помпейской знати. В другом крыле 9 региона обнаружено голубое святилище, место с интенсивной пигментацией стен, выполненной полудраценными камнями. Цветовая палитра и долговечность красок свидетельствуют о статусе владельца, который мог позволить себе дорогие материалы и мастеров. Святилище служило как домашнему культовому центру, так и месту хранения церемониальных предметов. Здесь же находились предметы, связанные с семейной идентичностью, что подчеркивает важность символики и статуса внутри помпейской общины.
Эти находки демонстрируют, как религия и светская власть переплетались в повседневной жизни, превращая бытовые пространства в место ритуалов. Черная комната – одна из самых загадочных находок 9-го региона. Под пеплом сохранилась комната, которая требовала архитектурной смекалки для освещения без электричества. Пространство словно создано для уединенных встреч и интима. Стены темные, без окон, с ограниченной вентиляцией. Архитекторы обсуждают, что подобная конструкция могла использоваться для развлечений, закрытых встреч и скрытых собраний элиты, или же для тайных переговоров. Эта находка подчеркивает не только технологическую изысканность древнеримской архитектуры, но и умение узких кругов домовладельцев сохранять приватность даже в условиях городской суеты и публичности. Связано с черной комнатой и темными стенами открывается еще одна линия рассуждений. Темные стены служили не просто декором, а практическим инструментом для организации пространства ночных празднеств, угощений и встреч. Они скрывали копоть от масляных ламп, создавая уют и интимность внутри помещения. Здесь богатые семьи принимали важных гостей, и архитектура помогала поддерживать режим и социальный статус. Подобные детали позволяют понять, как Древний Рим сочетал блеск и функциональность, превращая жилища в целые прототипы эпик устойчивости и культурной идентичности. Фрески с эпическими сценами Троянской войны, изображающие встречу Елены с Парисом, и мифологические сцены богов – это не просто иллюстрации мифов, а отражение ценностей и идеалов эпохи. Римляне часто черпали сюжеты из легенд, чтобы подчеркнуть доблести граждан, героизм и статус. Наброски гладиаторов, найденные рядом, указывают на тесную связь между повседневной жизнью и жестокими развлечениями, которые становились частью городской культуры. Эти находки дают археологам новые сведения о том, как мифы формировали эстетическое восприятие реальности и каким образом власть через образы и сцены рассказывала о своей мощи. Открытие черной комнаты после 2000 лет стало поворотной точкой в исследовании 9-го региона. Внутри обнаружились произведения искусства, отражающие культурную утонченность владетельной семьи и их связь с художественными и ремесленными практиками. Непринужденная роскошь и стремление к эстетике прослеживаются в деталях. От глины до мозаик и от керамики до резных элементов интерьера. Эти свидетельства демонстрируют, что помпейская элита жила в мире, где искусство и власть переплетались, а каждый угол дома носил отпечаток стиля и вкуса хозяев. Итальянский археолог Джузеппе Фиорелли применял гипс для создания точных слепков тел, запечатлевая положение тела, выражение лица, складки одежды и даже индивидуальные прически. Такие слепки не просто фиксировали внешний облик, они позволяют реконструировать последние мгновения жизни людей, моменты ужаса и отчаяния. В 9-м регионе найдены рельефы, где лежа или сидя люди застыли на минуту до гибели, и каждую деталь можно прочесть как эмоциональное состояние персонажей. Эти находки обогащают наши знания о психологическом аспекте древнеримской жизни, показывая, как люди переживали кризис и катастрофу, и что значило в эти моменты сохранять достоинство и самоконтроль. Обнаружение жертв, связанных веревкой в 9-м регионе Помпеи, поднимает вопросы о социальной иерархии и институтах рабства и подчинения. Эти находки дают материал для реконструкции социальных структур города, кто был связан, какие роли занимали люди в быту, где проходили границы между свободными гражданами и рабами. Анализ контекстов и материалов поможет историкам понять сложную ткань римских взаимоотношений и показать, как повседневное рабство и социальные принуждения влияли на культуру
и обрядность. Фреска в пекарне, изображающая лепешки с начинками, напоминающими современную пиццу, вызывает оживленные дискуссии, что за начинка на деле изображена – ананас, сосновая шишка или нечто иное. Этот артефакт открывает интересную грань помпейской кухни. Уже в древние времена людям хотелось разнообразия и быстрой еды, которая соединяла социальные слои. Так называемая пицца не обязательно была эксклюзивной привилегией богатых. Такие блюда могли готовиться в пекарнях города, доступных для разных кругов населения, хотя детали остаются предметом дебатов. Этот фрагмент помогает понять эволюцию питания и гастрономических вкусов, а также роль кухни в общественной жизни. Гипсовый слепок сторожевого пса, запечатлевшего его последние моменты жизни, стал эмоциональным аккордом исследования. Владелец Марк Визий Примус покинул дом и оставил пса в атриуме. Животное погибло, пытаясь освободиться от цепи. Этот артефакт несет тяжелое сообщение о доверии и лояльности в условиях катастрофы. Он напоминает современным людям о ценности верности и безвозвратности потерь, связанных с разрушениями и внезапными событиями. В то же время такие сюжеты подталкивают к обсуждению этических аспектов взаимодействия людей и животных в условиях стихий. Последняя поза пса – не просто кадр трагедии, она становится символическим вызовом гуманности, возвращающим нас к вопросам ответственности за животных и окружающую среду. В условиях природного бедствия, подобного вулканическим извержениям, эти артефакты напоминают, что страдания живых существ – часть истории, которую мы обязаны помнить и принимать как часть человеческой ответственности. Две фигуры, заключенные в вечные объятия, обнаруженные археологами в начале XX века, стали одним из самых нашумевших образов Помпей. Их интерпретировали как влюбленных, погибших вместе во время разрушения города. Со временем образ стал символом вечной любви и трагической красоты, роман, который переживает катастрофу, удерживая в себе надежду и человеческое тепло. Однако новые исследования ставят под сомнение романтическую версию. Современные датировки и анализ останков показывают, что останки принадлежат двум несвязанным между собой мужчинам, и их судьба остается загадкой. Этот разворот напоминает, как наука пересматривает мифы и как интерпретации исторических сцен могут меняться с появлением новых методик. Современные методы ДНК-анализа и криминалистической экспертизы позволяют пересмотреть старые гипотезы. Останки двух мужчин оказались не связанными родственными узами, и связь между ними остается предметом споров. Этот факт подчеркивает проблему толкования археологических материалов. Символика, контекст и современные техники анализа порой расходятся в выводах. Но одно остается неоспоримым. Люди и их истории в Помпее – это не только сцены славы и богатства, но и личные драмы, дружба и взаимоотношения, которые обычно прячутся под слоями пепла. Образ влюбленных в объятиях стал свидетельством глубоких человеческих потребностей в связи и близости, которые пережили века. Эти потребности выходят за культурные и временные границы, соединяя поколения и напоминают, что любовь, дружба и привязанность остаются неизменными сквозь исторические перемены. Помпеи показывают, даже в городе роскоши и силы человеческие чувства и потребности жили рядом с властью и материальными благами. В одной из комнат была обнаружена пара скелетов, лежащих среди драгоценностей и монет. Это не просто сцена богатства. Подарки, обрамляющие остатки эстоса, источают мысль о беспощадности катастрофы, когда роскошь не спасает от разрушения.
Эти скелеты напоминают о хрупкости человеческих ценностей и напоминание о том, что богатство и власть не дают гарантий против природной стихии. Амфитеатр остается одним из самых значимых культурных объектов города. По данным археологов, здесь могло размещаться до 20 тысяч зрителей. В помпейской культуре амфитеатр выполнял не только развлекательную задачу. Гладиаторские бои, охота и казни имели сильное социальное значение, объединяя людей совместными переживаниями и опытом. Новые находки в 9 регионе показывают тесную связь между развлечениями, религиозными верованиями и политическими практиками. Все это формировало общественный дух и нормы поведения. Недавние раскопки выявили казармы гладиаторов, их быт и тренировку. Этот аспект открывает новые страницы о том, как роскошь и жестокость переплетаются в повседневной жизни города. Гладиаторские игры становились не только развлечением, но и способом демонстрации силы и статуса, способом поддержания политической легитимности правящего круга. Археологи отмечают, что культурная жизнь Помпей строилась на сложной системе ритуалов, социальных норм и актов насилия, которые подавались как общественный праздник. Помпеи продолжают удивлять. Каждый новый слой пепла может скрывать нечто принципиально новое для понимания античной цивилизации. Археологи предполагают, что 9-й регион сможет рассказать о привычках кухни, молитвах, хозяйственном устройстве, семейной структуре и интима между различными слоями общества. Технологии анализа материалов, ДНК и сочетание с полевыми методами обещают еще более глубокий и многогранный взгляд на Древний Рим. Время покажет, какие сюрпризы еще ждут исследователей в этом загадочном, но невероятно важном регионе. Неисследованный регион 9 Помпеи становится новой сценой для понимания того, как Древний Рим жил, любил и восхищался своим городом. Новые находки от тюремной пекарни до черной комнаты, от фресок до гипсовых слепков расширяют наше знание о жизни в Помпеях, о социальной структуре, о развлечениях и культуре питания. Они напоминают, что прошлое не фиксировано. Новые технологии и новые интерпретации позволяют переосмыслить исторические сюжеты и приблизиться к реальным людям, которые жили здесь тысячи лет назад. Помпеи продолжают говорить с нами. И, возможно, именно их голоса помогут нам лучше понять, кто мы в настоящем.